день выборов в США украинцы и россияне высказались о том, сколько готовы терпеть войну, а Узбекистан заключает договор о продвижении русского языка. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Ни минуты покоя. У Лукашенко ожидают, что 10 тысяч пенсионеров выйдут снова на работу, ведь 65 лет не возраст для отдыха. Детали изменений. Настроения меняются. Результаты опроса среди украинцев и россиян. Как долго готовы терпеть войну и кто кого поддерживает. Американцы определяют новый курс. Старт президентских выборов в США. Каким будет результат? Нас ожидают колоссальные перемены. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. В НАТО разрабатывают роботов, которые могут помочь странам-членам Альянса в случае войны. По крайней мере, на роботизированные вооружения очень рассчитывают лидеры стран Балтии. Об этом пишет The Times. Авторы публикации уверяют, что уже сейчас военный блок проводит эксперимент под названием «Цифровая магистраль», в рамках которого тестируют 5G, переносные дроны и низкоорбитальные спутники. Спецучения проходят в районе военной базы Адаже в Латвии, где уже используют роботов, которые способны сканировать поле боя в поисках врага. Лидеры НАТО надеются, что такие инновации помогут Альянсу создать технологическое преимущество над Россией, пишет The Times. В то время как НАТО пытается адаптироваться, чтобы опередить своих противников, у него также есть другие проблемы, вызывающие беспокойство, в том числе перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Ранее Трамп пригрозил покинуть Альянс, если европейские страны не увеличат свои расходы на оборону. 5 ноября – день выборов в США. Штаты должны определиться, кто же станет следующим президентом – Трамп или Харрис. Кроме того, американцы будут выбирать и следующий состав Палаты представителей и треть Сената Конгресса. В этот день большая часть граждан США отдаст свои голоса на избирательных участках. Часть уже, кстати, проголосовала благодаря системе досрочного голосования или же по почте. Накануне в стране прошла подготовка к возможным беспорядкам. Специальные ограждения были установлены возле Белого дома и Капитолия. Особое внимание в эти дни будет приковано к событиям и подсчету голосов в так называемых колеблющихся штатах, где перевес в голосах между кандидатами обычно незначительный. Стоит отметить, что ко дню выборов и Трамп, и Харрис подошли практически с одинаковыми показателями согласно одним опросам и с фактически идентичными показателями согласно другим опросам. Если Трамп проиграет, он не примет результаты, сделает все возможное, чтобы попытаться предотвратить подсчет голосов. Если Трамп будет избран, нас ожидают колоссальные перемены. Я уже упоминал это в других интервью как эффект поджога дома. Итак, я думаю, избиратели находятся в ситуации, когда они могут проголосовать за статус-кво с небольшими изменениями, но в целом все останется примерно таким же, как при администрации Байдена, либо за действительно радикальные изменения на национальном уровне. Особенно если Трамп будет у власти, или если республиканцы контролируют Сенат и Палату представителей. Это будут колоссальные изменения. Как считаете, сильно ли потрясет мир, если на выборах победит Дональд Трамп? И каким будет будущее, если победителем в выборах станет Камала Харрис? Напишите свою точку зрения в комментариях. Тем временем Политика пишет, что Европа уже готовится к тому, что может быть, если победит Трамп. Речь в первую очередь идет о военной поддержке Украины, которая может прекратиться в одночасье в случае возвращения в Белый дом республиканца. Так считают европейские дипломаты, опрошенные изданием. Авторы публикации также пишут о возможном нападении РФ на одну из стран ЕС и НАТО, в частности Эстонию, Латвию или Литву. Киев услышали. Зеленский, который в октябре неоднократно критиковал Запад за медлительность и пассивность в передаче военной помощи Украине, теперь заявил, что произошли изменения. Об этом украинский президент написал в своих соцсетях после совещания с главкомом ВСУ Сырским, начальником Генштаба ВСУ Баргилевичем и министром обороны Украины Умеровым. Есть важные сдвиги в вопросах по поставкам от партнеров для фронта. Фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в снабжении по артиллерии.
В Украине уверены, что новый американский президент не подарит победу Путину. Глава украинского офиса президента Ермак говорит, что у Зеленского хорошее отношение как с Трампом, так и с Харрис. И оба кандидата ознакомились с планом победы Украины. Кроме того, Ермак ответил и на вопрос, ведет ли сейчас Украина тайные переговоры с РФ. Киев отрицает такие контакты, но уверяет, что без участия Москвы и при участии Катара состоялись тематические конференции, на которых обсуждался вопрос энергетической безопасности. В целом же, по словам Ермака, союзники Украины поддержали бы решение о прекращении огня по енергетичним об'єктам. Що мені відомо на сьогодні, поки ніяких домовленостей ні у кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені в формулі миру України. Всі ці розмови, вони відбуваються, мені здається, як, можливо, реакція після тих тематичних конференцій, але точно можу сказати, Україна ніяких перемовин з Росією не веде. Але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримують, якщо би, наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якщо би дві такі угоди за посередництвом, наприклад, Катару або іншої країни, сталося, я знаю, що країни би підтримали це. В першу чергу не тому, що їх там турбує щось, що відбувається з Росією, в першу чергу розуміючи, що для нас це теж важливо, щоб наша енергетична система не була під постійними атаками. Количество украинцев, которые готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, впервые с начала войны снизилось. Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии, который провели в период с 20 сентября по 3 октября. КМИС сообщает, что с начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не менялась. Стабильно около 71-73% отвечали, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 2-3% говорили о готовности терпеть 1 год. Терпеть же войну всего несколько месяцев или полгода были готовы от 18 до 21% украинцев. Теперь же лишь 63% граждан Украины, что все равно немало, готовы терпеть столько, сколько потребуется. В остальном показатели практически не изменились. В Институте социологии уточняют, что с 4 до 12% увеличилось число тех, кто не смог ответить на вопрос, что, вероятно, отражает рост неопределенности будущего в глазах украинцев. Напомню, что в сентябре этого года россиян также спросили об их отношении к войне. По данным крупнейшего независимого центра опросов на территории России Левада-центр, граждане РФ хотят завершения войны, но на своих условиях. При этом уровень поддержки действий российской армии остается высоким. Левада-центр сообщил, что сейчас выросло количество сторонников переговоров с Украиной, и если бы Путин решил прекратить войну, то его поддержало бы большинство россиян, но, конечно же, без возврата тех территорий, которые были оккупированы. Левада-центр сообщает, что половина респондентов считает, что так называемая СВО принесла больше вреда из-за гибели людей, военных потерь и огромных трат из бюджета. А что вы думаете о результатах опросов в Украине и в России? Совпадают ли ваши взгляды? Напишите об этом в комментариях. В Узбекистане заговорили о рисках сотрудничества с Россией. Заявление сделал глава Центробанка. В частности, он рассказал о зависимости Узбекистана от России в поставках газа и нефти. Мамаризо Нурмуратов акцентировал внимание на том, что Ташкент импортирует большую часть газа, нефти и бензина именно из России. Правда, риски касаются исключительно возможного поднятия цен. Что касается импорта из одной страны, для нас важно, по какой цене ввозятся и продаются энергоресурсы на внутреннем рынке. Это уместный и правильный вопрос, потому что зависимость от одного поставщика и возможные перебои в логистике, конечно, могут повлиять на внутренние цены. Мы пытались учесть этот риск и озвучили свое видение, мнение правительству при формировании параметров импорта. Привязанность к одному субъекту в любых обстоятельствах создает определенные риски. В то же время Узбекистан присоединился к договору о создании международной организации по русскому языку. Закон о ратификации подписал президент страны. Напомню, что с предложением создать эту специальную организацию по русскому языку выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще 2 года назад. Согласно договору, страны должны обеспечить
поддержку качественному образованию на русском языке и содействовать подготовке специалистов в области русского языка. А что вы думаете о таком сотрудничестве, особенно учитывая то, что РФ оправдывает вторжение в Украину тем, что шла защищать русскоязычное население? Оставьте по этому поводу комментарий. Белорусским пенсионерам нет покоя. Министр труда и социальной защиты режима Лукашенко Наталья Павлюченко заявляет, что около 10 тысяч молодых пенсионеров могут вернуться на рынок труда после того, как будет снято ограничение по размеру пенсий для работающих пенсионеров. В Минтруда уверяют, что 10 тысяч – это лишь минимальное количество, которое может вернуться в рабочий строй. Речь идет о тех белорусах, которые буквально 5 лет назад вышли на заслуженный отдых. С 1 января 2025 года в Беларуси будут выплачивать полную пенсию, если пенсионер еще и работает. Раньше же размер пенсии для такой категории граждан сокращался. Напомню, что в середине октября Лукашенко заявил о так называемом «приятном моменте». Якобы пенсионеры Беларуси рвутся работать. К тому же намекал, что слишком рано некоторые уходят на отдых. В 65 лет, по мнению самопровозглашенного, еще спокойно можно работать. От хорошей ли жизни люди в этом возрасте вынуждены искать добавку к пенсии? Как считаете? Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.